Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, я хочу вам подарить ритуал везения кочевника-монгола. Но прежде чем я подарю этот ритуал, я немного расскажу об истории этого ритуала, как этот ритуал на монгольском языке попал ко мне. И на основе вот этого, скажем так, четверостишье, ну там чуть больше, заговора, я составила свой ритуал. Дело в том, что мой хороший друг Андрей Жуков, которого уже, наверное, 10 лет с чем-то нет в живых, это был человек намного старше меня, отличный собеседник, очень эрудированный, начитанный, очень измученный жизнью. Человек, который участвовал в афганской войне, влюбился в афганку, хотел ее тайно перевести, но власти наши препятствовали, не дали этому свершиться. Через 2 года ему удалось вернуться туда, он ее искал. Он ее не нашел, звали ее Зейнаб. По разным данным, ее убили сородичи за связь с русским мужчиной, с душманом. Кстати, его военные погоняло душман, потому что так называли всех советских солдат в Афганистане. Еще как-то называли, сейчас не помню, еще какое-то название было. И вот, видимо, чтобы развеять грусть, он, безнадежно влюбленный в Азию, в Восток, в Африку, без конца путешествовал. У него была неплохая должность, он мог себе это позволить. Он женился, у него есть дочь, уже взрослая девочка. Но семья не получилась. И я помню, когда у него началась болезнь, очень серьезная болезнь, и она была связана с мозгом, не будем об этом. Он мне передал тетрадь. Там записаны различные народные поверья, заговоры монголов, заговоры афганцев, молитвы. И причем русскими буквами написано как бы слова, и перевод есть каждого слова. И я вот подумала, раз уж я обещала дать вам заговоры различных культур, различных народов, решила созданную мной на основе монгольского заговора ритуал подарить везение кочевника-монгола. В принципе, примерно там есть слова, что именно говорил шаман или жрец, который вызывал богов. Но, естественно, я приукрасила, улучшила, придала этому более такой, вариант красивый, звучный. Но ритуал довольно сильный, я вам скажу. Во-первых, потому что я там привожу и на монгольском языке заговор. Во-вторых, потому что, понимаете как, кочевники – это народы, которые жили каждодневным везением, сегодняшним днем. Вот что им даст голая степь? Что даст голая степь кочевнику? Ничего не видно, ни конца, ни края. А вот из голой степи, выходили, рождались народы. На этой степи создавались государства, строились города, возвышались троны, создавались ханства. То есть этот ритуал не говорит о том, что вы просите у степи что-либо. Вы просите у судьбы, у жизни, которая как голая степь. Вы не знаете, что завтра вас ждет,
какая там перспектива, что впереди, что для вас предназначено, что для вас спрятано впереди. Вы не имеете представления обо всем этом. Жизнь, она как степь. И вы от этой степи ждете чего угодно, потому что степь, она сюрпризами полна. Да? Ты не знаешь, с чем ты столкнешься в любую минуту. И вот точно так же кочевник, который всецело зависит от везения сегодняшнего, от того, что судьба, вот эта степь без конца и края подготовила для него, он знать не знает. Но он хочет, просит, чтобы из ниоткуда, из этой голой степи пришло ему везение. Вот поэтому этот ритуал и силен тем, что вы как бы подзываете к себе везение, удачу из ниоткуда. И это везение и удача, удача кочевника. Я почему назвала так? Потому что, во-первых, справедливо, если это монгольский, да, заговор. Здесь как бы на основе монгольского заговора этот ритуал создан. Значит, этот ритуал все-таки монгольский. И это касаемо везения кочевника. То есть жрец зажигал огонь. Нужно было взять молоко кобылицы, кумыс. У меня нет, можно обычное молоко. Я взяла обычное молоко. Желательно деревенское молоко, потому что оно более насыщенное, более настоящее. Потому что магазинное, она немножко мертвая, скажем так, много перемешано. Зажигалась трава. Вместо травы благовоние. Это называется фамиам, он очень удобный такой. Горит, знаете, приятно по всему дому, запах приятный, ну и как бы удобно, без лишнего всего. Сейчас, секунду. Ой, густой такой дым. Дым испокон веков считался как бы посланием, отправлением, да, посылом вверх. Дым поднимается вверх, и с дымом идут ваши слова во Вселенную. В это время, когда вы будете делать, желательно приоткрыть немножко окно. Итак, вам нужны свечи темного цвета. Синие свечи можете взять. Темный алтарь, молоко и источник дыма, то есть благовоние. Потому что у монголов не было всяких атрибутов ритуальных. Нет, были, конечно, там у шаманов там всякое разное спрятанное, с чем они ритуалили. Ну, а вообще так они жили, кочевники жили аскетично. И вот вы, становясь в роли кочевника, ждете от степи, от судьбы, от неизвестности, от бескрайности и бесконечности судьбы, ждете везения из ниоткуда. И вот поверьте мне, что вам из ниоткуда это везение придет. Вы можете сделать, когда вы ждете работу или ищете в поисках работы. Вы можете это провести, когда вы в ожидании чего-то там в жизни, да, такого судьбоносного, очень важного, и вам нужно сейчас вот помощь судьбы из ниоткуда. Она у вас появится. Итак, начнем. Сначала читайте текст, потом заговор 9 раз. 9 раз на русском языке, 9 раз на монгольском. Так будет лучше и сильнее подействует. Почему 9 раз? Потому что монголы считали девятку удачным числом. Числом удачи. На монгольском языке везение, удача, удачливость и так далее. Одно слово – аз. Поэтому аз часто повторяется, чтобы вы знали, к чему это. Итак, начнем. О степь бескрайняя, древняя и суровая, пристанище духов, жертвенник богов. Склоняюсь в уважении и почтении. Ты степь караешь и на трон возводишь. Ты каждого знаешь, кто по тебе бродит. Из ниоткуда везение даешь, из сухой земли престол возвышаешь, города рождаешь, ханство создаешь, богатствами мира нас осыпаешь.
Да доносятся мои слова, по миру летят, до богов дойдут, и мне оттуда ответ принесут. Быть в моей юрте богаче всех юрт. Из ниоткуда, из пустоты духи судьбы мне везение несут. Боги, дайте мне удачу кочевника, везение воина, богатство хана, удачливость купца. Нет конца степи, нет конца моему везению. Боги мне в помощь, свершилось. Еще раз прочту. Боги, дайте мне удачу кочевника, везение воина, богатство хана, удачливость купца. Нет конца степи, нет конца моему везению. Боги мне в помощь, свершилось. Это читать нужно 9 раз. А теперь на монгольском, на основе которого я, собственно, и создала этот ритуал. Букхат иекби. Аз нуудэчин. Аз дайчинхун. Бояллакхан. Аз худалдачин. Угуйтексек талхер. Угуйтексек минияс. Букхат бин тусламах. Улирон тохьох больно. Наберу текст под роликом, чтобы вам было легче, естественно, читать. Несколько раз прочитайте и привыкните. Монгольский язык немножко такой трудноватый. Я не буду сейчас произносить те звуки, которые вы не произнесете. Например, букхахт, гортанные. Я прочитаю попроще. Букхат иекби ас нуудэчин. Ас дойчин хун. Бояллакхан. Ас худалдачин. Угуйтексель талхер. Угуйтексель мини ас. Букхат бин тусламах. Умирон тохьох больно. Опять же 9 раз. И в самое ближайшее время, если вы искали работу, вы найдете. Если вы хотели получить кредит, у вас должно получиться, скорее всего, если вы все правильно сделаете. Когда вы прочитали это все по 9 раз, выпейте половину молока, а половину поставьте обратно. На следующий день прокисшее молоко просто вылейте. Считается, что духи за ночь питаются этой силой и в благодарность как бы насыщаются, получают силу и выполняют то, что человек попросил. Всем удачи!